Привет, друзья! В липке из полимерной глины очень много различных техник, но мы как-то незаслуженно забыли о технике, которая называется колючая проволока. А ведь ее делать очень-очень просто. На выходе мы получаем интересный пласт с такими разводами, которые мне почему-то больше напоминают язычки пламени, но технику назвали колючая проволока. Кто-то, видно, увидел все-таки в ней колючую проволоку. Но это при том условии, если мы будем использовать черную пластику в рисунке. В общем, не будем затягивать вступление, давайте с вами начнем. В качестве основных оттенков я буду использовать белый, голубой, фиолетовый. Причем белого и фиолетового мы берем в равных пропорциях, а голубого совсем немножко для того, чтобы сделать переход цвета. И внутри пласта у нас образовался еще нежно-голубой оттенок. Фиолетовые и белые крайние цвета по диагонали разрезаю, укладываю в пласт, и голубой между ними. Прикатываю все скалочкой, и потом мы делаем плавный переход цвета с помощью скалки, либо на пастомашине. В общем, как сделать плавный переход цвета, я оставлю ссылку в описании внизу под видео, чтобы не нагружать вас лишней информацией. Кто-то это знает, а кто-то перейдет и посмотрит, как же получить вот такой красивый пласт, в котором будут 3 оттенка с плавным переходом. Сейчас я все складываю в полоску, ширина которой не превышает, как правило, 2 сантиметров. Чуть-чуть пальчиками разминаю эту полоску, дальше раскатываю на толщине в 1 миллиметр на пастомашине. Получается длинная трехцветная полоска, и со стороны светлого оттенка мы трубочкой закручиваем эту тонкую полоску. У нас получается трость, внутри которой светлый оттенок, снаружи темно-фиолетовый. Сейчас я чуть-чуть прикатываю трость для того, чтобы пузырьки воздуха, которые могли между слоями образоваться, они вышли. Дальше мы берем белый и черный оттенок. Это контрастные цвета, которые необходимы для эффекта колючей проволоки. Белый цвет у нас более толстый. Раскатайте пласт приблизительно 2 мм и оберните цветную трость этим пластом. Подгоните, конечно, по размеру трости полоску из белой пластики, подрежьте все лишнее и замкните это все. Чуть-чуть пальцами прижимаю для того, чтобы белый пласт и прикатывая на рабочей поверхности скрепился с цветной тростью. А черным пластом мы также оборачиваем нашу трость, но при этом черный пласт у нас в 2 раза тоньше, чем белый. Чуть-чуть прикатываем трость, укладываем на рабочую поверхность и со стороны цветной части разрезаем на 4 равных сегмента. Каждый из сегментов пальчиками сплющиваем. Сплющиваем так, чтобы со стороны боковой надрезанной части черная пластика, я ее как бы натягиваю немножко, и она должна заходить на боковую поверхность. Все 4 части трости мы превращаем в такие удлиненные, пальчиками чуть-чуть растягивая, плоские колбаски. И дальше эти колбаски мы боковыми частями друг к другу прикладываем. То есть сейчас мы создаем трость с рисунком. Это будет одна единая трость. Чуть-чуть я, видите, еще пальчиками вытягиваю их для того, чтобы они по размеру, по длине были одинаковые. Теперь приминаю их максимально близко друг к другу, чтобы они скрепились. И чуть-чуть пальцами вытягиваю эту трость, удлиняю ее. Дальше разрезаю трость пополам. На выходе у нас получается вот такой рисунок с зубчиком. Мне напоминает пламя больше, чем колючую проволоку. Дальше мы соединяем 2 половинки, как бы удлиняем этот рисунок. И начинаем немножечко сначала пальцами приминать, а дальше берем скалочку и скалочкой удлинять, раскатывать и соединять между собой все эти слои. В общем, делаем прямоугольную длинную трость. Теперь трость нарезаем на тонкие срезы. Используйте гибкое лезвие. Старайтесь, чтобы срезы ваши были одинаковые по толщине. А вот в качестве подложки я взяла глину из серии Металлик. Очень тонко раскатала. На 5-м режиме своей пастомашины это приблизительно около 1 мм. И дальше на этот пласт выкладываю наши срезы. Причем по центру эти срезы соединяются именно вот черная линия. Эта черная линия и дала название всей технике колючая проволока. Вот за счет черных полосочек и создается эффект этой колючей проволоки. Максимально плотно друг к другу прикладывайте. Я здесь заполнила абсолютно все пространство и даже потом маленькими половинками верхнюю часть пласта тоже заполнила. И вот теперь самое важное, нужно
прикатать это все, чтобы, во-первых, выровнялся пласт, и, во-вторых, чтобы ушли вот стыки и где промежутки какие-то есть, поэтому в разных направлениях скалкой мы это все раскатываем, проходим вверх-вниз и сбоку раскатываем для того, чтобы соединить эти пласты, чтобы у нас был цельный пласт без каких-либо углублений, выемок и швов. Сейчас я беру катеры. Катеры я брала на Clayform, я довольно часто теперь с ними работаю. Ссылочку на производителя я оставлю в описании под видео, и сейчас выбираю самые интересные моменты на пласте, стараюсь подальше отходить от швов, чтобы у меня швы, вот где стыковка идет, не попадали в ту область, которую я прорезаю. Сейчас работаю большими катерами, вырезаю максимально много элементов крупных, но потом уже буду брать маленькие катеры, и та мелочевка, которая у нас на пласте где-то осталась, там, где еще есть красивый рисунок, и мы можем использовать эти площадочки основы под пусеты, кругленькие, треугольные. Мы это все вырезаем и используем в будущих украшениях. Ну все, убираем излишки пластики. Работала я на керамической плитке, на этой же плитке, не смещая все наши заготовки, я и буду запекать все эти изделия. Катеры прорезают очень хорошо, прям до основания плитки, и после обжига, возможно, даже не придется дорабатывать и шлифовать края. Но так как я люблю работать с эпоксидной смолой, чтобы все мои заготовки были выпуклыми, объемными, я развожу эпоксидную смолу и на поверхность запеченных заготовок наношу эпоксидную смолу. И в смолу в этот раз я добавила блестяшки. Ну вот мне захотелось немножечко такого серого сияния внутри линзы из эпоксидной смолы. Распределяю смолу и оставляем на 24 часа до полного высыхания смолы. С обратной стороны, уже после высыхания, нам нужно будет приклеить основы под пусеты. Я это делаю на быстросохнущий клей, подклеиваю основы, и после этого я еще делаю одну заливку эпоксидной смолой, но уже такой либо черный подкрашенный, либо серый можно здесь под цвет задника, можно просто прозрачный. Я люблю, чтобы и обратная сторона была аккуратной, гладкой, и если сережка перевернется, она была красивой и оформленной со всех сторон. Ну вот и все, друзья, я очень надеюсь, что эта простая техника вам понравилась. Буду ждать ваши лайки, комментарии. Если вдруг остались вопросы по мастер-классу, пишите в комментариях, я обязательно на них отвечу. На сегодня это все. Желаю вам неиссякаемого вдохновения и до скорых встреч!